приветствую, с вами Елизавета Капустина и вы на канале China Life. В этом видео мы поговорим о плюсах и минусах жизни в Китае. Всего будет две части, по 3 плюса и 3 минуса. Я поделюсь своим опытом и дам ценные советы. Постараюсь излагать мысли коротко, а главное по факту. И начнем мы с минусов. Итак, первый минус – английский язык. Я сразу отмечу, что я буду говорить о большинстве. Окей? Итак, большинство китайцев не говорят на английском языке. От слова совершенно не говорят и даже на базовом уровне. Безусловно, если это большие города, такие как Пекин, Шанхай, ситуация намного лучше. Но в целом китайцы не говорят на английском языке. Поэтому, если вы думаете, что вы приедете в Китай и сможете решить ту или иную проблему на английском языке, то здесь вас будет ждать фиаско. Поэтому, если вы уже начали изучать китайский язык или хотя бы его немного знаете, не бойтесь и смело пытайтесь решить вашу проблему, используя китайский язык. Если вы совсем не знаете китайский язык, то тогда, конечно, пользуйтесь онлайн-переводчиками, хотя бы Google. Минус номер 2. Погодные условия, ветер. Безусловно, погода в Китае – это вообще отдельная тема для разговора. Но есть один общий минус – и это сильный ветер. Я сейчас живу в городе Динань, и здесь погода достаточно приятная. Здесь нет сильных дождей, и снег не идет часто так, как в Москве. Но зима достаточно прохладная. Почему? Именно из-за холодного леденящего ветра. Да, температура здесь не сильно падает, как, например, на севере Китая. На севере Китая достаточно холодно. Там температура падает аж до 40 градусов. И плюс сильные ветры. Но даже на юге Китая все равно зима достаточно холодная. Именно из-за холодных пронизывающих ветров. Вы выходите на улицу и думаете, что вам будет тепло. Ведь температура не такая низкая, как, например, в Москве. Это не минус 15, не минус 10. Нет, это даже может быть плюсовая температура. Но ветер настолько холодный, и он вас просто пронизывает, что вам сразу же холодно. Поэтому, чтобы не заболеть, одевайтесь тепло. Не смотрите на температуру, потому что именно из-за холодного ветра вы можете очень быстро простыть. Если вы из Москвы, то одевайтесь точно так же, как вы одеваетесь в Москве, и все будет окей. И здесь мы сталкиваемся с минусом номер 3. Холодные неотапливаемые помещения. Безусловно, все зависит от того, где вы живете. Китай разный. Но в большинстве случаев, к сожалению, в кафе, в университетах, на работе, в любых помещениях отопления нет. И честно скажу, это вызывает большой дискомфорт. Представьте, вам уже в помещении холодно, вы выходите на улицу и сталкиваетесь с сильным леденящим ветром. Конечно, вы замерзнете. Что делать в таких случаях? Первое. Искать помещение все-таки с отоплением. Их немного, но они есть. Также в тех же самых университетах есть кондиционеры. Просто не все знают о том, что они есть, и чаще всего они, не знаю почему, по какой-то причине выключены. Поэтому, если вы не заметили кондиционер, спрашивайте, есть ли кондиционер, и если он выключен, то обязательно настаивайте на том, чтобы его включить. Не стоит просто так мерзнуть. Одевайтесь тепло, ищите места с отоплением и помните, конечно, о кондиционере. Все будет хорошо. А мы переходим к плюсам. И первый плюс – это, конечно, вкуснейший чай. Чай продается в Китае абсолютно везде и на любой вкус. Я, например, предпочитаю кофе, но даже я подсела на китайский чай, честно вам скажу. Я предпочитаю простой чай с молоком. Какие марки я вам бы посоветовала? Это, безусловно, Coco и RB. В Коко я покупаю Коко Найчха, что в переводе Коко чай с молоком. Всего стоит 10 юаней. Самый популярный чай – это так называемый Bubble Tea. Отмечу, что чай в Китае недорогой, обычно он стоит от 10 юаней до 15 юаней. Все зависит от того, какие добавки вы туда добавите. Если вы ничего не добавляете, покупаете обычный чай, то он будет стоить примерно 10 юаней. 1 юань – это приблизительно 10 рублей. Также мой любимый чай в RB – Найчха.
чай с молоком. Все названия марок я оставлю под видео. Не бойтесь, пробуйте чай, вы обязательно найдете тот чай, который вам понравится. А мы переходим к плюсу номер 2. И это один из самых приятных плюсов Китая. Это доступные цены. Да, в Китае, вы знаете, вы можете купить абсолютно все с хорошим качеством и за хорошую цену. Безусловно, если вы пойдете в любой из молов, то там ценники высокие. Но сами китайцы, я отмечу, что сами китайцы, они дорогие вещи не покупают. Они сначала идут в мол, выбирают себе товар, а потом приходят домой и покупают в интернете. Здесь я вам посоветую программу Taobao. Приезжайте в Китай, выбирайте товар, возвращайтесь домой и заказывайте его через Taobao. Чаще всего в Taobao вы можете найти такой же товар, но вот цена будет в разы меньше, чем в магазинах. Также из популярных марок я вам посоветую марку Miniso. Там вы можете купить себе абсолютно все. Еду, одежду и даже косметику. Все ссылочки я также оставлю под видео. Безопасность Китая – это, безусловно, самый главный плюс жизни в Китае. Или один из самых главных. Когда я жила в Москве, а я прожила в Москве очень много лет, то никогда себя в безопасности не чувствовала. Особенно, если ты по какой-то причине идешь поздно вечером вообще одна, то ты всегда смотришь по сторонам, ты всегда начеку. Если ты подходишь домой, ты обязательно смотришь, так нет ли кого-то сзади тебя. В Китае безопасность ты чувствуешь, потому что везде полиция, везде расставлены камеры. И если что-то случится с европейцем, то китайца ждет очень строгий приговор. И, безусловно, есть исключения, есть сумасшедшие люди, и преступления, конечно, происходят в Китае. Но в любом случае это жизнь, и не нужно быть доверчивым абсолютно нигде. Тем не менее, когда вы приедете в Китай, вы обязательно почувствуете разницу между Китаем и Россией. А на этом у меня вся информация на сегодня. Если у вас возникли какие-то вопросы или пожелания, оставляйте ваши мысли под видео. Также подписывайтесь на канал и ищите меня в соцсетях. Я есть абсолютно везде. Также все ссылки вы найдете под видео. А пока всем крепкого здоровья, всех обнимаю и увидимся очень-очень скоро. Затем, пока-пока.